Мне, наверное, лет 10 было. Пришел я к другу в гости. А мама его, очень красивая, хорошая женщина, ставит на стол ливерные пирожки. И тоже очень красивые ливерные пирожки. Я ем. А мама моего товарища спрашивает: ну как, Сталик, нравятся тебе мои пирожки? Вкусные? Нас же учили говорить только правду. Я и говорю правду. Нет, невкусные. И мама моего друга так расстроилась. Говорит, я так и знала, что получились суховатыми. Скажите, пожалуйста, вот как мне сейчас попросить прощения у этой женщины? Я знаю один способ. Это программа о вкусной и здоровой пище. И сегодня я, Сталик Ханкишиев, расскажу вам об очень сочных, самых лучших, самых вкусных ливерных пирожках. Зовите мам, зовите тетушек, зовите сестер, зовите бабушек, зовите товарищей женщин. Потому что ливерные пирожки укрепляют силу, молодость, красоту и семейные взаимоотношения. Во-первых, ливерные пирожки, не ливерные. Берите хорошее сало. Я беру курдючное. А вы можете взять такое, какое у вас есть. И нарезайте его. Я думаю, хорошо будет нарезать длинными тонкими брусочками. Думаю, вот столько, граммов 200, самое оно. Как раз хватит. Возможно, кого-то удивит. Даже ливерные пирожки у меня начинаются с курдючного сала из казана. Ну, во-первых, если нет казана и готовите вы дома в обычной квартире, ничего страшного, возьмите сковородочку, либо небольшой казан, сотейник. В общем, что придется. Самое главное, чтобы у вас дома нашлось сало, потому что как сделать ливерные пирожки сочными, ароматными и очень вкусными, чтобы даже дети не капризничали без сала? Я не знаю. Честно скажу, вот видите, прошло 50 лет, а честность никуда не делась. Нарезаем все остальные продукты. Что пойдет в ливерные пирожки? Ну, разумеется, сам ливер. То, что печень называется, печенка. Могут пойти неплохо и почки, обработайте их как следует. Могут пойти сердечки. У меня бараньи, а можно взять любые другие. Вот легкие лучше порезать кусками и предварительно сварить. Вот эти все желчные протоки, ну то, что потом никогда не прожуется, лучше удалить. Не надейтесь на мясорубку. Лука я рекомендую взять побольше. Это будет, скажем так, узбекские ливерные пирожки с хорошим, правильным вкусом. А шкварки я бы не вынимал. Прямо поверх шкварок весь лук. Раз! Вкусно звучит казан? Очень вкусно. Режем сердечки. Если внутри есть сгустки крови, лучше их убрать, но это прямо совсем. Хоть на ВДНХ вези. Абсолютно чистенькое, идеальное баранье сердце. Сердце я бы нарезал несколько тоньше, чем печень, потому что сердце требует более глубокой термообработки. Огонь под казаном должен быть довольно яркий, но не самый максимальный. А вот такие 3 полена будут гореть ровно так, как надо. Да и пока они прогорят, у нас все готово будет. А что здесь готовится? Печень, сердце, легкие уже отварены. Минут 10-15. Но очень важно вкусно пожарить лук. Наши постоянные зрители не хуже меня знают, что означает вкусно пожаренный лук. Вот пока что он еще довольно белый, прозрачный. Это тоже вкусно. Но по-настоящему вкусным он станет тогда, когда зазолотится, когда покраснеет, когда влага из него почти что выйдет. Вот он какой лук. Сейчас вместе с остальными продуктами дойдет и будет то, что надо. Легкие варились, не варились, все равно я их отправлю первыми. Легкие, если слегка пережаришь, они сильно хуже не станут.
Вот, дошла очередь и до сердца. Печень, печенка, еще одна горсть. Посолить, поперчить, 2 раза перемешать, и все готово. Ну вот и все. Печень и сердце готовились минут 6-7, не больше. Этого достаточно. Все вполне готово. Внимание! Лайфхак. Хорошо обработанный, с правильным нагаром казан ни в коем случае нельзя оставлять пустым на огне. Налейте в казан хотя бы 1 большую кассу воды. Так его идеальная поверхность, над которой я трудился столько лет, не испортится, не выгорит. Ну а вот это все. Будущий ливерный фарш необходимо остудить. Прямо как следует остудить. Я как раз успею замесить тесто. Остужать ингредиенты для фарша необходимо, потому что, во-первых, нельзя горячие продукты класть в мясорубку. А во-вторых, жир, который вытапливался из сала, должен застыть. Застыть на поверхности кусочков печени, сердца и самом курдючном сале. Видите, какой фарш? Его хоть час ложкой бери да ешь. Очень вкусный. А чтобы сделать вкусное тесто, вы же наверняка не посмотрели мою прошлогоднюю программу про пирожки. Если пропустили, вот здесь самое оно. А еще можно сделать тесто как на беляши, и будет тоже очень вкусно, очень хорошо. Надеюсь, посмотрели? Что, тоже пропустили? Еще раз, вот сюда вам! И фарш готов. И тесто, наверное, подошло. Пора лепить пирожки. Тесто подошло, просто на радость. Фарш пускай постоит в сторонке. Стол необходимо смазать маслом. И прямо сюда выкладываем тесто. Промасленными руками разделываем тесто на сочни и раскладываем по столу, чтобы они еще раз немного подошли. Чтобы дрожжевое тесто не остыло и не высохло, накроем его. Противень, на котором будем выпекать пирожки, тоже необходимо смазать маслом. И все, начинаем лепить. Растягиваемся очень по столу, стараясь края сделать как можно потоньше. Примерно вот так. Ну а теперь в центр фарш. Полная столовая ложка. Это более чем достаточно. Собираем края. Придаем форму пирожка и выкладываем на противне достаточно свободно. Необходимо понимать, что пирожки во время выпекания еще увеличатся в объеме. А кроме того, необходимо, чтобы жар вокруг пирожков гулял свободно. Чтобы поверхность пирожков не пересыхала,
смазывайте ее смесью желтка и сливок. Получится очень красиво. Пирожки налепили и печь прогрели. Купол изнутри прогрет до температуры чуть выше 200 градусов. Это хорошо. А снаружи купол прогрет до температуры 150 градусов. Это означает, что пирожки в печи могут простоять целый час, и печь остынет за это время градусов до 170-180. То есть температура будет падать от 200 до 180. Ну а готовность пирожков мы определим по запаху. А что, хотели бы заглянуть внутрь печи? У нас телевидение, у нас все возможно. Пирожки простояли 25 минут. Мне кажется, еще 15 минут постоят, и будет хорошо. Если подавать по-ресторанному, то пирожки подаются в начале обеда с чашечкой бульона. Ну пирожки-то там, господи, боже мой, на один укус. Но если подавать пирожки по-домашнему, скажем, к легкому обеду, либо к ужину, то лучше всего с чаем. Самовар вскипел, заварим. Ну вот и все. Пусть настаивается. Вот как приучили меня в детстве правду говорить, так и говорю, где надо, где не надо. Вот эти пирожки мы испекли в духовке. Дело в том, что в печь 3 противня не поместилось. Но давайте заглянем в печь. Какими вышли те пирожки, что испеклись на дровах. Вот они какие. Разумеется, с особым печным духом. Ну, полюбуйтесь. Ну, сравните. Это духовка, а это печь. Так что же теперь? Не строить печь? Не строить дом? А как же вы получите удовольствие? А что будут вспоминать ваши дети? И дом, и печь в доме обязательно надо построить для того, чтобы получать удовольствие. Для того, чтобы вашим детям было что вспомнить. Для того, чтобы жить в России. Для того, чтобы стоять здесь крепко, на 2 ногах. И готовить настоящие русские пирожки, пироги и другие замечательные блюда. Знаете, пирожки из духовки замечательные. Но вот эти все-таки особые. В них, я вам скажу правду, душа есть. Ну, кому чаю? А пирожок один разломить? Хотите посмотреть, какими они вышли внутри? Ну, идите сюда поближе. Вот уж про эти точно никто не скажет, что они получились сухими. Все будут довольны. Даже самые капризные, самые маленькие будущие сталики. Ха, приятного вам аппетита! Дорогие друзья, первоначально известность, так сказать, в Москве и ее окрестностях я получил не благодаря своим телепередачам, не благодаря снятым мною видео. Нет. Первоначально известность ко мне пришла, потому что я начал писать книги по кулинарии. Одна из самых
любимых, одна из самых дорогих мне книг. Книга, которая называется «Счастье кулинара». Кто кулинар? Я и вы. Чье счастье? Мое и ваше. Я в этой книге рассказываю немного о себе, об истории нашей семьи. Я рассказываю, откуда я такой, вообще говоря, взялся. Первая глава называется «Детство». Эта фотография – это мои папа и мама. И о том, что готовили в тот день, когда я родился. О том, что я любил, когда был маленьким. Например, любил вареники с вишней. А вы любите? Я расскажу вам некоторые секреты о варениках с вишней, которых вы не знали. Расскажу секреты о таком простом блюде, как галушки. Любите галушки? Я с детства очень люблю галушки. Наверное, мне привили их моя прабабушка. Вот она. Прадедушка, к сожалению, погиб задолго до моего рождения. А вот это моя бабушка, это ее сестры, ее младшие братья. Никого не осталось с этой фотографией. Осталась только память о них благодаря тем блюдам, которые я полюбил с детства и готовлю. Память об этих блюдах я излагаю в этой книге. Вот, например, беляши. Очень люблю беляши и снимал их и на видео, снимал фотографии вот для книги. Вот здесь есть QR-код. Наводите свой смартфон, либо планшет и попадаете в видеоролик. То есть и здесь-то все очень подробно написано, на каждый абзац по фотографии. Как делать то, как делать это. Но еще и QR-код, который рассказывает обо всем более чем подробно. Видео. Вы видите все своими глазами. Большинство рецептов имеют QR-коды, приводящие на видео. Еда, которую я люблю с самого детства, еще раз. Например, как это назвать? Щи либо борщ с щавелем, зеленый, летний. Мама готовила его ранней весной, распахивала окна на веранде. Я ел тарелку, потом еще одну, потом еще и просил добавку. Чак-чак. Потому что чак-чак и я, и моя семья любят. Куриная лапша, котлеты. Вот блюдо моей молодости, которые мы начали готовить уже с моей супругой. Да? Мы же кормили своих детей, угощали друзей. Колбасы, какие-то салаты, маринованные, фаршированные баклажаны, капуста квашеная, потому что мы не обходимся без заготовок. Мы каждый год консервируем огурцы. Делаем малосольные, делаем консервированные. Мы каждый год консервируем помидоры. Вот о том, как сделать помидоры. Как законсервировать помидоры. Томаты в собственном соку, томаты просто в маринаде. Огурцы в томатном соке пробовали законсервированные? Это очень вкусно. Знаете, ко мне в гости приходят разные люди. Многие из них считают себя гурманами, объездили весь мир, попробовали еду во многих ресторанах. Но когда они уходят, они говорят, а можно нам с собой баночку огурчиков? Кто-то говорит, нет, а мне баночку помидоров. А кто-то говорит, а мне баночку соленой вишни. Потому что бывает и такое. И варенье мы всегда готовим сами, хоть сейчас-то можно купить все готовое. И про то, как сделать домашнее мороженое, очень вкусное. Пирог мазурка. Есть у нас на канале в Ютубе торт Наполеон. Кто не любит торт Наполеон? Все готовят торт Наполеон. И очень многие его любят. Но я расскажу вам такие секреты, которые позволят вывести ваш торт Наполеон на новый уровень. Блюда, с которыми я познакомился уже будучи в зрелом возрасте, из книг, из общения с другими людьми. Например, фаршированная рыба по-еврейски. Гефилте фиш. Хорошо бы взять щуку, хорошо бы взять пару карпов, вытащить из них все кости, снять шкуру и зафаршировать. Пишут мне некоторые люди еврейской национальности. Говорят, Сталик, я приготовил по вашему рецепту. Здесь несколько блюд из еврейской кухни. Я приготовил по вашему рецепту. И, наконец-то, я получил тот вкус, который я помню еще от бабушки. Бабушкины руки так готовили. И по вашему рецепту у меня получилось точно так же. Но не только еврейская, но и арабская. Вот, например, хумус.
Французская кухня, то, что я очень люблю, суп раковый, биск. О том, как подать бульон. О том, как приготовить какие-то салаты. Вот корейский салат веча, корейский салат морковча, тот огурцы битые по-китайски, паштеты, рыба по-японски. Какие-то мои авторские рецепты. Пицца? А почему не пицца? Вот я не знаю, кто-то ходит, там, покупает пиццу в магазине, в кафе. Попробуйте сами, от начала и до конца. Ведь процесс приготовления еды служит нам не только для того, чтобы мы поели, но еще и для того, чтобы мы правильно, очень хорошо провели время. Для того, чтобы мы научили наших детей чему-то хорошему. Слово «каша» любите? Вот я очень люблю. Поэтому приготовил рисовую кашу, которую не стыдно подать в любом ресторане. Я такую кашу на Пасху готовлю. Ставлю на стол. Это сказочно вкусно. Это сладкая десертная каша. Сказочно вкусная каша. Какие-то кондитерские изделия, тарт-татен, например. Известная французская штука такая, с яблоками. Мало у кого получается хорошо. Я вам скажу, даже я куда-то захожу в рестораны, в кафе, в Париже пробую, и понимаю, что не у всех так хорошо, как может получиться у нас. Ну и во всех остальных моих книгах написано про плов, а в этой книге написано только про один плов, но зато про тот, которым угощали последнего бухарского эмира Сеида Алимхана. Попробуйте такой плов, и другие кушать не захотите. А если вы хотите купить такую книгу, то вам надо отправиться на мой сайт stalik.ru. Там расположен мой интернет-магазин. Там можно купить все мои книги. Можно купить их с автографом для поздравления, в качестве подарка друзьям, знакомым, родным. Себе любимому, почему бы и нет. И вам книгу отправят в любой город России, в большинство стран СНГ и в любой город, докуда дойдет почта из ближайшего Подмосковья. Это был Сталик Ханкишиев с благодарностью к вам, с пожеланием большого кулинарного счастья. Желаю больших успехов. После субботнего эфира на РЕН-ТВ все просят у меня рецепт теста на пирожки. А я вас тоже прошу. Приготовьте, пожалуйста, 1 килограмм муки, 6 яиц, 120 грамм разогретого сливочного масла, стакан хорошей сметаны, 300 миллилитров молока, чайная ложечка соли, чайная ложечка сахара и дрожжи, рассчитанных на полкило муки. Еще понадобится немного хорошего растительного масла. Приготовьте миску для теста, деревянную лопатку для вымешивания, венчик и можно начинать. Я покажу вам рецепт теста, по которому пирожки получаются вкусными, с чем их не готовь. Можно, конечно, приготовить с какой-то мясной начинкой, с ливером, но и без мяса, даже с постной начинкой получится очень вкусно. Хотя, конечно, для нас, для азербайджанцев, еда без мяса кажется какой-то неполноценной. Тем не менее, вы попробуйте. Тем более, что в самом рецепте теста ничего сложного нет. Вот разбили яйца и размешать их как следует. Слегка взбить. Такую работу даже детям можно доверить. Здесь нет абсолютно ничего сложного. Самое главное, чтобы желтки и белки были перемешаны равномерно. А вот теперь сюда вливаем разогретое, но не горячее сливочное масло. Необходимо получить однородную смесь из яиц и сливочного масла. В эту смесь добавляем сметану. Ох, густая сметана попалась, не хочет вываливаться из стакана. Но ничего, поможем сметане. Без сметаны тесто получится не таким полным
и не таким вкусным. Необходимо, чтобы из сметаны, яиц, масла получилась однородная смесь. Если смесь получается слишком густой, дольем молока. Тем более, что молоко все равно по рецепту положено. Вот и готова жидкая часть нашего теста. Знаете, такой коктейль я бы и так пил. Здесь все очень вкусное: яйца, масло, молоко, сметана. Но станет вкуснее, если посолить, если добавить немного сахара. Кстати, секрет: если добавить не чайную ложечку сахара, а целый стакан, получится тесто на сладкие булочки. Ну а сейчас обратите внимание: муки целый килограмм, а пачка дрожжей рассчитана только на полкилограмма муки. Так надо. Только муку необходимо просеять, чтобы она стала рыхлой, чтобы она напиталась кислородом и чтобы тесто получилось очень хорошим, очень мягким, очень нежным, воздушным. Это правило. Готовите что-то с мукой, сито должно быть в руках. Вот теперь, когда тесто практически собрано, дрожжи, я использую сухие, но можно взять и живые, которые хранят в холодильнике, из кусочка теста. Тесто жидкое. Такое тесто только деревянной ложечкой, только лопаткой можно замесить. Необходимо тщательно растирать все комочки. Тесто должно получиться гладким, однородным, очень качественным. Вот здесь не пожалейте труда, не пожалейте своего времени. Вы потом не пожалеете, когда пирожки подавать будете. Муку добавляйте постепенно. Растерли комочки, можно еще муки в тесто просеять. Торопиться не надо. Такую работу лучше планировать заранее. Хочешь приготовить пирожки на обед? Значит, надо встать пораньше. Хлопот много, дел много, а сколько радости потом будет. Как красиво все получится. Вы не переключайтесь, смотрите нашу программу до конца, и я обещаю, сегодня вы очень удивитесь. Вот тесто стало погуще, но все равно продолжаем перемешивать его лопаткой, точно так же стараясь растереть все комочки. Я предвижу вопросы: а нельзя ли замесить такое тесто в миксере? Наверное, можно. Только очень важно, чтобы скорость вымешивания теста совпадала с той скоростью, с которой человек работает с тестом. И очень важно контролировать результат. Тесто должно получиться не просто мягким, но еще и тянущимся. Наверное, надо еще немного муки добавить. А сказать точное количество муки заранее практически невозможно, потому что вся мука бывает разная. Одна более крупного помола, другая более мелкого помола. Одна чуть более влажная, а другая чуть более сухая. От этого зависит количество жидкости, от этого зависит количество муки в тесте. Вот, наконец, наше тесто стало таким, как надо. Видите, как оно тянется? Видите, какое оно мягкое? Однако пирожки из такого теста пока что еще не получится. Необходима еще одна операция. Смочите руку небольшим количеством растительного масла. Берите такое растительное масло, которое приятно вам на вкус и на запах. Масло вмешивать в тесто не надо. Надо смазать маслом тесто снаружи. Тесто должно перестать липнуть к миске, ведь именно в миске оно будет расти.
Именно в миске оно будет подходить. Если тесто будет липнуть к стенкам миски, то стенки миски будут удерживать комок теста от роста. Понимаете? Миска должна оставаться сама по себе, а комок теста сам по себе. Поэтому не жалейте масла. Мы уже и в тесто масло столько налили, и сметану положили. Прощай, диета. Здравствуй, праздник вкусной еды. Тесто будет подходить в этой же миске, но ее необходимо накрыть пищевой пленкой или крышкой и оставить в покое, пока не подойдет. Все зависит от температуры. Если тепло, тесто подходит быстро. Если прохладно, то может понадобиться 3-4 часа, чтобы тесто подошло дважды. Оно заполняло эту миску полностью, его обминали, и оно снова поднималось и заполняло собой всю миску. Теперь необходимо тесто разделать на сочные заготовки для пирожков. Чистый стол не подпыляем мукой. Мы его смазываем маслом. Если подпылять стол мукой, то тесто может стать слишком твердым. Не хотелось бы. Хотелось бы получить очень мягкое, нежное тесто. Поэтому я сейчас и руки, и стол смазываю растительным маслом. Так тесто не будет липнуть ни к рукам, ни к столу. Вытягиваем тесто в колбаску и начинаем выдувать вот такие кусочки. Я перехватываю тесто двумя пальцами и сжимаю их. Раз. И комочек теста готов. Верхняя сторона у сочника получилась гладкая, а нижняя сторона, ну, так себе. Ничего страшного. Переворачиваем верхней гладкой стороной вниз и растягиваем тесто так, чтобы в него уместилась хотя бы ложка начинки. Середина у сочника должна оставаться потолще, а вот края можно сделать и потоньше. На каждый пирожок примерно по ложке пюре. Этого достаточно. Сначала сводим и залепляем края сочника в середине. Потом начинаем слеплять края, подтягивая их все той же середине. Получившиеся пирожки выкладываем на противень, выложенный пекарской бумагой. Руки должны привыкнуть к пирожкам. Руки должны почувствовать вот это необходимое правильное движение.
Еще раз. Переворачиваем с очень гладкой стороной вниз и растягиваем так, чтобы его края были максимально тонкими, а серединка толстая. Когда я уложу начинку и начну заворачивать пирожок, то середина растянется. В результате пирожок получится одинаковой толщины по всей поверхности. Я уже говорил, что скорость работы дрожжей, то есть насколько быстро поднимается тесто, зависит от температуры в помещении. Но чем дольше поднимается тесто, тем больше в нем развивается клейковины. Посмотрите, я растягиваю тесто, а оно стягивается, как бы резиновое. Это хорошее свойство теста, что оно не расплывается по столу, а наоборот стремится собраться в комочек. Вот когда тесто плывет по столу, это, конечно, большая проблема. Хотя это зависит еще и от качества муки. Выпекать пирожки можно в любой духовке. Я намеренно включаю настольную электрическую, недорогую, для того, чтобы вы убедились, для этих пирожков не требуется никаких особых условий, кроме труда. Пирожки у нас практически готовы. Стоят на столе, растаиваются. Тесто сейчас незаметно, но снова разбухает. Но их ждет еще одна процедура перед выпечкой. Пока духовка греется, мы их смажем. Здесь у меня желтки, разведенные со сливками. Вот этим и смажем. Придадим, так сказать, пирожкам аппетитный глянец. Но и это еще не все. Вот здесь у меня беленький кунжут и черненькая нигелла. Мы посыпем пирожочки кунжутом и нигеллой и заодно отметим, которые из них с картошкой, а которые будут с капустой. Ведь нам еще и капустой пирожки начинить предстоит. Духовка просигналила, что она готова. Ставим пирожки. На сколько минут? А мы будем наблюдать. Как только тесто зарумянится и станет выглядеть как готовый пирожок, значит все готово. Ведь начинку хоть сейчас можно есть, только подогрей. Предвижу вопросы. А откуда взялась начинка? Но так могут спросить только те, кто не смотрел наши прошлые программы. Дорогие телезрители, специально для вас я хочу повторить, как готовится стандартное базовое картофельное пюре с моими секретами. С секретами Сталика Ханкишиева. Я продолжу делать пирожки, а вы посмотрите сюжет, который пропустили в одной из наших прошлых программ. Для приготовления картофельного пюре отберите клубни одного размера и тщательно помойте. Уложите в тяжелую кастрюлю или казан
и залейте холодной водой. Пусть вода едва покрывает картофель. Варите до готовности, проверяя зубочисткой. С готового картофеля слейте всю воду, но оставьте его в горячей кастрюле. На 2 килограмма картофеля приготовьте соль, 400 миллилитров молока, 400 грамм сливочного масла, 2 желтка. А вот молоко пусть будет подогретым. Очищайте картофель, пока не остыл. Постарайтесь сохранить в тепле и очищенные клубни. Тщательно убирайте из картофеля все глазки, срезайте все недостатки. Пусть клубни останутся чистыми, желтенькими. Переложите клубни обратно в еще горячую кастрюлю. Начинайте разминать клубни. Не добавляйте к ним пока ничего. До тех пор, пока каждый клубень не окажется хорошо размятым. Постепенно будет все труднее разминать картофель. Тогда добавьте примерно половину заготовленного сливочного масла. Еще раз разомните. Постарайтесь, чтобы все масло растаяло и разошлось по картофелю. И только теперь начинайте солить. Я думаю, что уйдет несколько больше, чем 1 столовая ложка соли. Добавьте желтки. Вмешайте желтки в картофель. Ни в коем случае не используйте для приготовления пюре блендер. Это испортит картофельное пюре, испортит его консистенцию. Работайте обычной толкушкой. А вот теперь самое время добавить молоко. Но не все сразу, а частями. Разминайте картофель до тех пор, пока он не впитает в себя первую порцию молока и яйца. Тогда добавьте еще немного сливочного масла. Пусть картофель впитает в себя и вторую порцию сливочного масла. Тогда добавьте еще немного молока. И молоко, и сливочное масло в картофельное пюре необходимо добавлять порциями.
следующие порции ингредиентов следует добавлять только после того, как картофель впитал в себя предыдущие. Хорошо взбивайте пюре. Но сейчас самое время попробовать. А всего ли хватает? Может быть, добавить немного соли, пока еще есть молоко и масло. Вы удивитесь, сколько молока и масла способен впитать в себя картофель. Если протирать картофель через сито и постепенно, раз за разом, добавлять новые порции молока и масла, то окажется, что килограмм картофеля способен впитать в себя до полукилограмма сливочного масла и до пол-литра молока. Но для домашнего пюре достаточно просто взбить картофель как следует и подавать. Картофельное пюре – отличный гарнир ко многим блюдам, но может послужить великолепной начинкой для пирожков. Наверное, не все знают, как тушить капусту. Квашеную капусту, которую можно подавать хоть в качестве гарнира, хоть в качестве самостоятельного блюда, а можно и оставить немного на потом для начинок в пирожки. Дорогие друзья, внимательно смотрите наши программы, не пропускайте ни одного выпуска, потому что я рассказываю вам все секреты хорошей домашней кухни. Я обещаю вам научить вас готовить так, что повара многих ресторанов завидовать будут. Ну, зачем нам зависть чужих людей? Самое главное, чтобы наши родные, близкие были довольны. Поднимаем края от центра повыше. Вот так. И к ним подводим складочки. А теперь то же самое с другой стороны. И дома пирожки частые гости на нашем столе. Но я, если занимаюсь в лучшем случае начинкой и теорией, а практически ручками, пирожки лепит, конечно же, моя супруга. Поэтому судите меня построже за то, что у меня не всегда получается так уж ловко, как хотелось бы. Ничего страшного, ничего страшного. Я научусь прямо сейчас для того, чтобы вас научить. Не бояться нового, не бояться тех задач, за которые никогда в жизни не брался. Берись. Все получится. Руки есть, ноги есть, голова есть. Вот телевизор, вот YouTube. Вот, в конце концов, старые добрые кулинарные книги, которые никогда не подведут. Добрые люди тебя всему научат. Видите, я учусь прямо на ваших глазах. У меня все получается быстрее и быстрее. Все ловчее и ловчее.
пирожкам с капустой необходимо придать другой фасон, чтобы они отличались от пирожков с картошкой. Кто-то захочет с картошкой, а кто-то захочет с капустой. Отлично, можно ставить выпекать. Ну вот и готовы пирожки. Вы помните, сколько было начинки? 2 миски, 2 косы, немножко тушеной капусты, немножко картофельного пюре. Приготовили тесто. И, пожалуйста, полный стол пирожков. На всю семью хватит. Можно внуков звать. Ай да бабушка, ай да дедушка Сталик. Дорогие друзья, я желаю вам хорошего настроения и, конечно же, как всегда, приятного аппетита! Ну, иди сюда поближе. Давай разломим и посмотрим, что там внутри. Ага. С капустой. А этот должен быть с картошечкой. Ух!